Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний Таро прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака, расклад на вторую половину месяца августа. Очень надеюсь, что расклад, который я сейчас сделаю, подойдет непосредственно вам, что он окажется полезным для тех, кто сейчас смотрит этот расклад. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваш отзыв. Я буду очень рада и признательна вам за такую обратную связь. Не забудьте также подписаться, те, кто еще не подписан на мой YouTube канал. Я буду также рада новым зрителям, новым подписчикам. Итак, расклад на вторую половину месяца августа. То есть мы смотрим, соответственно, с 15 числа месяца до конца месяца, до 31 числа, период, который вас ожидает. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. Первая карта, которую мы видим, это пятерка жезлов. Это карта какой-то борьбы, может быть, внутренней борьбы, может быть, здесь какие-то конфликты возникают у вас с окружающими или какие-то мелкие споры, ссоры, сплетни или слухи, которые у вас есть там в окружении с вашими людьми, да, с кем вы общаетесь там в коллективе или там в круге знакомых ваших. Тут же есть рыцарь Пентаклей, это земной знак, возможно, общение с земным знаком зодиака, это девы, тельцы или козероги. Но в целом вы можете проявлять тоже качество этого рыцаря Пентаклей, то есть быть такими очень спокойными, методичными, трудолюбивыми, настроенными на результаты, не торопиться, не спешить в каких-то вопросах. Также восьмерка чаш говорит о том, что вы что-то хотите оставить позади, понимая, что к чему-то пришел конец, возможно, в чем-то ваш интерес исчерпан, вы хотите от чего-то отказаться, даже если вы не знаете, что ждет вас впереди, но вы как будто бы хотите отказаться от того, что вам, возможно, не совсем нравится, от того, что вам не подходит. Вместе с двойкой мечей здесь может быть история, где вы по двойке мечей, возможно, стараетесь где-то сдерживать свои эмоции, чтобы не встревать в какие-то конфликты. Какая-то неопределенность, опять-таки, как на распутье стоите, уходить или не уходить, оставлять или не оставлять что-то позади, но, скорее всего, принимаете решение оставить нечто позади. То есть, но для вас это достаточно сложное решение, может быть. Может быть, вы чего-то не хотите замечать, не замечать каких-то вещей, которые очевидны, и закрываете на что-то глаза. Возможно, вам нужно будет здесь отделиться от чего-то, отказаться от чего-то, к чему вы долгое время шли. Тоже поэтому рыцарь Пентаклей, или это связано как-то с земным знаком зодиака, то есть девы, тельцы или козероги. Также вы можете стараться здесь не подавать виду, что вас что-то цепляет эмоционально, поэтому двойка мечей с восьмеркой чаш рядом. Как будто бы вы от чего-то уходите, вас разочаровывает, расстраивает, но вы сдерживаете свои эмоции и не даете окружающим понять истинное ваше чувство. Карта тройка кубков снова возвращает нас к социальному взаимодействию, то есть к людям, с которыми вы общаетесь. И тут же много водной стихии вашей, потому что есть королева кубков. Это раки, рыбы или скорпионы, то есть ваша стихия, либо вы проявляете себя по этой карте. Здесь вы можете получать поддержку эмоциональную от окружающих, поэтому лучше не закрываться и говорить о своих чувствах. Также вы здесь можете вместе с королевой кубков, собственно, да, такой интуитивной, духовной картой, которая говорит о чувственности, эмоциональности. То есть ваша высшая интуитивная мудрость здесь, она будет очень важную роль для вас играть. Это ваша врожденная способность, это то, что вы умеете, потому что вы, в принципе, знак рыб, да, и соответствует эта карта вашему знаку, то есть умение чувствовать, подсознательно понимать, как лучше поступить в той или иной ситуации, какое решение лучше принять. То есть вам нужно позволить увидеть внутренним своим вот светом, внутренним интуитивным пониманием какие-то вещи, возможно, которые даже незаметны окружающим или не видны глазами, но вы чувствуете это, понимаете. И вот здесь важно доверять своей интуиции, потому что карта королева кубков, она тоже такая интуитивная, достаточно чувство, интуиция. Дальше у вас есть рыцарь жезлов и восьмерка мечей, накручивание себя, переживания, которые у вас могут быть связаны с, кстати, земной огненный знак, может быть, в окружении, либо здесь по рыцарю жезлов может быть с восьмеркой мечей ситуация, где вы можете где-то сталкиваться с людьми очень порывистыми, эмоциональными, возможно, вместе с восьмеркой мечей, сейчас секундочку, возможно, с восьмеркой мечей вы
беспокоитесь из-за того, что возникает какой-то конфликт, и этот конфликт возникает из-за импульсивности, спонтанности человека, который выступает в роли этого рыцаря жезлов. Это может быть кто-то в вашем окружении такой, да, либо какие-то ваши внутренние конфликты, когда одна составляющая вас хочет что-то импульсивно делать, принимать решения резкие, а другая нет, 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 давай медленно, постепенно, давай повременим. И вы стараетесь интуитивно прислушаться к себе, как лучше поступать. Но я думаю, что здесь какое-то внешнее влияние есть, и вот этот конфликт, в который вас втягивают. Поэтому постарайтесь, чтобы какая-то вот мелкая конкуренция или споры, которые возникают в вашем окружении, чтобы они не подавляли вас или не втягивал вас кто-то в какую-то неприятную ситуацию, да, или в какую-то тупиковую ситуацию. То есть здесь кто-то может проявлять эгоизм, может быть, каким-то образом вызывает в вас негативные эмоции, соответственно, и загоняет вас в рамки, потому что что-то вам говорит такое нелицеприятное, но вам нужно сделать шаг в сторону, нужно постараться успокоиться. И по этому рыцарю Пентаклей, я думаю, что вы здесь должны... кстати, карта Верховная Жрица. То есть опять-таки прислушаться к своей интуиции, постараться быть мудрее, спокойнее в этой ситуации, постараться по Верховной Жрице сохранять гармонию и прислушаться к тому, что вам подсказывает интуиция. Здесь такая связь прям со Вселенной, с космосом, которая у нее есть. Да, на этой карте она очень хорошо видна. И семерка Пентаклей, между прочим, под рыцарем Пентаклей прямо акцент делает, жирный акцент на том, что не нужно торопиться. Семерка Пентаклей говорит о неспешности, терпеливости, какой-то выдержке, которую нужно здесь проявлять. То есть вы по семерке Пентаклей, возможно, понимаете, что что-то очень медленно происходит, и так, скорее всего, и должно быть, и не нужно ускорять эти события. Вам здесь нужно быть уравновешенными, спокойными, практичными. Возможно, вы получите, соответственно, вознаграждение в виде результата, но вам нужно быть вот умеренными, такими спокойными. Не давать кому-то заставлять вас толкать вперед, собственно, каким-то шагам или действиям, которые вы не хотите делать. И восьмерка кубков, которая здесь также у вас есть, вместе с пажом кубков, которая, кстати, тоже ваша стихия, и семерка Пентаклей дополняется еще девяткой Пентаклей. Здесь, возможно, вы действительно знаете, как уходите от какой-то ситуации, которая не приносит вам эмоционального удовлетворения. И как только вы принимаете решение от этого отойти, от этого уйти, у вас появляется эта карта пажа кубков с девяткой Пентаклей. То есть она показывает, что это вот этот какой-то уход, который у вас происходит здесь. Может быть, он и сложный, но такой необходимый шаг к самостоятельности, к независимости, к радости, к возможным шансам, каким-то предложениям, которые у вас после этого последуют. То есть здесь достаточно хорошая перспектива, которая вам дается. И даже вот сейчас вы можете чувствовать какое-то интуитивное озарение и понимание, как в этой ситуации лучше для вас действовать. Может быть, даже что-то вас вдохновляет в происходящем по пажу кубков. И девятка Пентаклей, которая символизирует изобилие, самодостаточность, она показывает, что вы очень много работали для того, чтобы достичь этого результата, и вы будете наслаждаться плодами своего труда, будь то материальное вознаграждение, либо какая-то просто уверенность в себе или независимость. То есть отказ от того, что не приносит вам пользы, или то, что вызывает внутренние конфликты, или что вас ограничивает, оно открывает двери к успеху, к шансам хорошим, к самодостаточности. И вам не нужно слушать других людей, которые могут пытаться вас столкнуть лбом там с кем-нибудь другим в плане конкуренции, да, или какие-то конфликты пытаться здесь раздувать в там, вашем коллективе или в вашем окружении. И карта девятка жезлов, кстати, такая защитная карта. Она показывает, что вы стараетесь себя защитить и оградить от какого-то разрушительного влияния или действия по девятке жезлов. Тройка жезлов, смотрите в перспективу, смотрите вдаль, в будущее. Может быть, сталкиваетесь с ситуацией, где вы кому-то что-то пытаетесь объяснить, доказать, по тройке жезлов рассказать о будущей перспективе, да, но этот человек от вас как-то отстраняется и вызывает какие-то вот
проявляет, вернее, да, какой-то как конфликт, что не хочу, не буду, мне это неинтересно, это вызывает у вас вот эти вот переживания и понимание, что ничего доказать не смогу, лучше развернуться, уйти, оставить как есть, пусть сами разбираются или сам разбирается этот человек, с которым у вас возникает конфликт. То есть вы защищаете свою энергию, вы защищаете свои силы, свои ресурсы, вы не хотите здесь попадать под чье-то влияние, и вы не хотите встревать в какие-то дальнейшие споры, соответственно, то есть отстаиваете свои границы и не позволяете кому-то помешать вам, ну, там, двигаться к своему счастью, двигаться вперед, соответственно, если кто-то с вами не согласен или не хочет там принимать вашу точку зрения, тут же есть 10 кубков с умеренностью. Ну, кстати, умеренность — это баланс, сохранять гармонию, сосредоточиться на душевном счастье и на гармонии, на счастье, может быть, в кругу семьи или друзей, близких людей. Не нужно вам здесь отстраняться от людей, которые вас поддерживают, да, но те, которые вызывают стресс или чувство перегруженности, как бы вам имеет смысл исключить их, то есть отойти от этого и встать на новый путь к новым возможностям, доступным для вас, и не позволять каким-то негативным мыслям вашим тормозить вас или ограничивать вас от определенных действий. Итак, дорогие мои рыбки, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!